Я думаю, что я просто присутствую в ольгинских методичках. У них там есть, значит, что надо писать о Троицком, что надо писать о Машендерович. В современной истории российских СМИ и пропаганды фигура Евгения Пригожина вобрала в себя всю историю становления современной элиты. В 20-летнем возрасте он получил 12 лет лагерей по приговору Ждановского суда города Ленинграда, родного города Владимира Путина. Нельзя сказать, что Пригожин пострадал безвинно. Его преступление было типичным для его круга. Уже буквально через 10 лет они начнут сколачивать свое состояние разбоем и мошенничеством. Вернувшись из зоны, Пригожин начал свой бизнес, создав сеть по продаже хот-догов. И уже в 1996 году основал кейтеринговую компанию «Конкорд» в Петербурге. В популярном в то время в Петербурге ресторане «Нью Айленд», принадлежащем Пригожину, Владимир Путин принимал Джорджа Буша-младшего, а в 2003 году отмечал свой собственный день рождения. Но в городе постоянно ходили слухи о другой, теневой сфере его интересов. То есть американский агент, пидорас, наркоман. Троицкий. Ну и человек-презерватив, естественно, вспоминают мне мой костюмчик на митинге на Академика Сахарова 24 декабря. Вот. Так что персона моя в значительной степени мифологизирована вот этими фейковыми новостями и методичками, я думаю. То есть я думаю, что я просто присутствую в ольгинских методичках. У них там есть, значит, что надо писать о Троицком, что надо писать о Машендеровиче, что он матрас трахает, что надо писать о Ксении Собчак, что она лошадь, там, ну и прочее. В одном из штатов во время предвыборной кампании 2016 года был настоящий физический урон, потому что российские посты в Фейсбуке, значит, с одной стороны подогревали так называемый черный расизм, а с другой стороны подогревали белый расизм. В результате и те, и другие группы были приглашены на демонстрацию в одно и то же время, в один и тот же день, с явной целью, чтобы была провокация, чтобы возник физический конфликт, и чтобы все это переросло в насилие. Что и произошло. Лет 5-6 назад это все началось, и это не было так заметно. Это оказалось, что там отдельный какой-то человек что-то там в прессе сказал, что-то в газете напечатал, в интернете какую-то чепуху напечатал. Ну что, ну подумаешь, ну кому есть до этого дело, да? Ну, потом эти публикации стали появляться чаще. Потом к этой пропагандистской кампании стали уже присоединяться уже влиятельные государственные институты. Был такой момент, когда пользователи социальных медиа там, с изумлением увидели, как много каких-то однотипных комментариев возникает в сетях. И в этот момент все думали, ну да, это такие общественные настроения в них выражены. Ну, скажем, человек в какой-то форме пишет, там, типа, а вы докажите. Или там, ну, мол, так любой может. Каждая реплика, она была отчасти чем-то напоминала такую, ну, как бы сказать, полемику из Comedy Club, условно говоря. Или полемику из такой стилистики Михаила Задорнова, сатирика. То есть, как бы шутливые такие реплики. С другой стороны, явно подвергающие позицию автора осмеянию в мягкой форме. Все это так на начальной фазе воспринимали это как, да, может быть, это естественная такая позиция. Такие люди есть, вообще говоря. Такие позиции существуют. И они действительно существуют. Но при этом с какого-то момента вдруг вскрылось, что производство этих комментов – это одновременно и целый большой бизнес, который организован, как теперь уже ясно, в результате журналистских расследований вокруг так называемой фабрики медиа, большой медиакомпании, которая занимается и созданием сайтов определенного типа, и занимается этим троллингом, созданием больших групп людей, причем по всему миру и на разных языках теперь уже.
Все это получило название вот этой Ольгинской фабрики троллей, это условное название, конечно, и все это привязывается к имени Пригожина. И подчеркнем, что Владимир Путин, вообще говоря, не опроверг того, что это так. Когда его спрашивали об этом публично, то он ведь занял такую позицию, что да, может быть, Пригожин что-то такое делает, может быть, он там воюет в Сирии, может быть, ведет какую-то информационную войну, но он бизнесмен, частный человек, и даже недавно, встречаясь с Трампом, он сказал, ну, знаете что, а вот Сорос, например. Таким образом, как бы этот Пригожин, он как бы уравнялся с Соросом, вот, но смысл в том, что Кремль даже отчасти как бы и не скрывает, что это есть, что такая работа ведется. Ну, подумайте, то есть фейк-ньюс – это как, например, одно из направлений, я не знаю, нейролингвистическое программирование. В общем, тоже ничего хорошего нет в том, что я сижу и, разговаривая с вами, на вас воздействую, чему нас учат НЛП, собственно. А здесь то же самое, воздействие на людей, на мозг запрещенными приемами. И это, по-моему, цель российской пропаганды. Она понимает, что она не может убедить всю Чехию в том, что Грузия напала на Россию, да, там в Южной Осетии. Они понимают, что это, все этому не поверят. Но есть частично там группа людей, которые этому верят, да, достаточно большая. Все нет. Но они могут убедить большинство чехов в том, что врут все, что правда недостижимая какая-то там вершина, до которой никогда ты не доберешься, и что лучше себя закрыть перед этим сумасшедшим миром и жить своей жизнью, не интересоваться политикой, не интересоваться ничем, и просто не быть активным гражданином. А я думаю, что эта цель, она намного опаснее, чем это убеждение уже этих убежденных, которые все-таки поверят любой там российской пропаганде. Но это чувство в Чехии сейчас распространяется. Ничего смысла не имеет, ничему верить нельзя. Все видят. Очень падает, например, количество зрителей чешского общественного телевидения, потому что люди думают, что не имеет смысла, не имеет смысла. А это опасно. Опять-таки, это комплексный подход. Это не только там, центральное телевидение, которое говорит об этом беспрерывно, все время. Да, это не только ток-шоу, так называемые, которые подменяются ором и таким образом полностью нивелируют в обществе общественную мысль. Это, опять-таки, это интернет, который сделал все значительно быстрее. Это социальные сети. Почему в России не закрывают социальные сети? Да, наоборот, ФСБ подмяла под себя, Кремль подмял под себя ВКонтакте. Почему? Потому что это очень удобный инструмент очень быстрого, очень массированного влияния на человеческое сознание. Это самый доступный сейчас инструмент, где можно даже человека сомневающегося, человека, который говорит, ну, телевидение, пропаганда. А когда тебе крупным планом на твоем экране в компьютере или на твоем телефоне делается какое-нибудь социальное видео, в котором рассказывается, как в Украине возрождают, скажем так, фашистские лозунги и символику, и это тебе каждый час идет на экран, то в результате, наверное, это начинает действовать. Пользуясь близостью к власти и личным знакомством с президентом Путиным, Евгений Пригожин с легкостью получал различные государственные подряды. В СМИ упоминались многочисленные случаи непрозрачных сделок, связанных с Министерством обороны. По утверждению РБК, только в 2015 году компании, связанные с Пригожиным, получили контракты Минобороны на услуги кейтеринга, уборки и строительства на 68 миллиардов рублей.
В последнее время имя Пригожина стало появляться в связи с упоминанием о частной военной кампании и ее деятельности в Центральной Африканской Республике, а также с убийством журналистов Охрана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинение Евгению Пригожину по делу о вмешательстве в выборы президента США. За 2 года до этого, в 2016 году, Пригожин и его компании, входящие в холдинг «Конкорд», были включены в санкционный список США. И мало просто, запустить фейк успешный, так, чтобы он вирусно двигался по сетям. Надо еще построить вокруг него такую специальную систему стеночек, где много-много людей его же и прокатывают, его же и обслуживают. При этом это все устроено таким образом, как все видят, что вы можете сомневаться в этом фейке, вы можете его поддерживать, вы можете критически высказываться на определенном языке. Это все будет работать на его дальнейшее движение. В этом смысл этой ольгинской фабрики. Она берет какое-то... Либо она занята тем, что они купируют и понижают значение какого-то начавшегося какой-то информации, либо, наоборот, ее поддерживают. И, теперь уже ясно, что это некоторая практика, потому что уже есть сотрудники, которые ушли из этой фабрики медиа и дали какие-то интервью. Кто-то верит, кто-то реально верит. Для кого-то это фактор комфорта. Да, но увозили же на выборы на автобусах и при приказном порядке говорили бюрократии голосовать, да, бюджетникам голосовать. Если мы посмотрим на нынешнюю Россию, то средний класс рос достаточно быстро. За последнее время, особенно до кризиса 2008 года, когда были высокие цены на нефть, средний класс рос хорошо. За счет чего? За счет государственных служащих. То есть это все люди, которые непосредственно зависят от государства. Это не частное предпринимательство, это не люди, которые критически смотрят на жизнь и проецируют свое благосостояние от своих личных усилий. Да, это бюрократический класс. Бюрократический класс часто выбирает комфорт. И да, не все могут быть героями, и не каждый должен быть героем, и для кого-то семья и дети значительно дороже, чем Крым или Украина, или вместе взятая. И есть еще фактор страха стал появляться. Вот это третий фактор, который, мне кажется, сейчас приводит Россию ближе к Советскому Союзу, потому что люди стали реально бояться. Ну, посмотрите, когда более 1800 человек получили какие-то разного рода тяжести, но приговоры суда в прошлом году за репосты, в основном во ВКонтакте, то, в общем, фактор страха в стране появляется. На другой стороне, на оппозиционной стороне, тоже работают люди, в общем, довольно уставшие. Во-первых. Во-вторых, их гораздо меньше. И когда на тебя нападает хорошо подготовленная, прекрасно снабжаемая армия с прекрасным ресурсом, а тебе уже, не знаю, 55-60, и ты устал стоять на этой войне, у тебя ресурсов нет, и тебя окружают, может быть, молодые люди, которые, в общем, мало что умеют и мало что знают, потому что они не карьеристы. А представьте себе мальчика с хорошим образованием, из хорошей семьи, условно говоря, который вложил много сил в свое образование, он что, предпочтет работать в оппозицию Навального или он предпочтет работать в «Газпроме»? Извините, этот выбор сложный. Неизвестно, по зову сердца или отдавая долги Владимиру Путину, Пригожин создал Ольгинскую фабрику троллей. Официальное название – Агентство интернет-исследований, располагавшееся по адресу улица Савушкина, 55. Под крышей этой организации были собраны работники невидимого интернет-фронта,
фабрика троллей начала массированное наступление на аккаунты политических и общественных деятелей, неугодных Кремлю. Основной задачей, поставленной перед троллями или ботами, было дезорганизовать общественный демократический процесс. Для этого блоги и статьи независимых журналистов и общественных деятелей подвергались атакам, чудовищным комментариям, насмешкам, прямым издевательствам, создавая ложное впечатление, что общество против. Параллельно с этим фабрика производила бесконечный поток фальшивых новостей, призванных внести хаос, неразбериху, исказить реальную картину и запутать российского интернет-пользователя, создавая бесконечное количество версий событий и невозможность объективного взгляда на происходящее. Люди начинают спорить, горячиться, не понимают, что это. Начинают думать искренне, что перед ним какая-то крайне грубая часть общества, которая вот поднимается, такой плебс, такой снизу, такой страшный, значит, говорящий на таком грубом языке, ниже допустимого уровня дискуссии, что это социальная проблема. И это все работает, расшатывая среду, такую публичную сферу, в которой есть определенные нормы, определенный как бы этикет, как считалось раньше. Вот что такое эта фабрика троллей, и ее достаточно как бы эффективная работа. Во всяком случае, мы видим, что довольно много, как бы сказать, политических провокаций на международной арене уже. Эта фабрика обслуживала и не без успеха провокации, которые, в общем, политически организует Кремль сегодня. В эти последние, особенно посткрымские годы, в последние 4 года. Потому что все-таки мы уже видели, что вот там есть мятеж в Черногории, где явно уже это доказано, участвовали российские офицеры и политические манипуляторы. Есть вот вся эта стрелковщина, аннексия Крыма, организация и попытка создания государства Новороссия там, из 6 или 8 областей, где тоже как бы работала фабрика такого как бы троллинга в сетях и обслуживание разного рода фейк-новостей, которые связаны были с конфликтом в 2014 году. И мы видим уже дальше и все остальное. И, значит, выборы в США, и выборы в Германии, и, вообще говоря, и выборы в странах Центральной и Восточной Европы, они тоже теперь сопровождаются очевидным каким-то не просто дискуссией, не просто такими прямыми и проявлениями популизма, так называемого популизма европейского, который имеет собственное происхождение. Но мы видим, и везде уже показано в исследованиях и в работе различных центров, которые анализируют медиа, и которые специально занимаются вопросами проникновения в общественную дискуссию этих троллинговых групп, это зафиксировано, что они есть, они работают. Любимая поговорка грузинских ксенофобов: у моего деда во дворе растет дерево, которое старше США. Да? Но при этом США опережает весь мир, а ты со своими 26 или 30 веками находишься в болоте. Так? И вот у них есть внутренняя необходимость себя как-то обелить. И поэтому они легко во всю эту чушь верят. Да, у них хорошая экономика, у них хорошая технология, зато они все гомики, зато они спят с собаками, у них нет мужчин, у них нет себя, у них нет то. Но это и в этой риторике они выглядят как-то еще более или менее прилично. Да? То есть как-то это самоубеждение какое-то в этом. И российская пропаганда вот этими фейками, которые ежедневно, они в основном через социальные сети. Эта фейковая пропаганда очень хорошо работает. Я даже сам лет 5 назад не мог себе представить, что она может быть настолько успешной. И если им придется уже так уже серьезно выбирать между тем, ходить ли им в Макдональдс или хлебать щи лаптем, они, конечно, предпочтут ходить в Макдональдс. Другое дело, что поскольку, в первую очередь, из-за того, что у нас государство воровское и экономика разваленная, естественно, государству приходится идти на всякие ухищрения с тем, чтобы держать народ в узде. Ну и одно из главных ухищрений – это как раз то, что плевать на все эти пироги
и пышки материальные, мы люди высокодуховные, мы люди русские, нам этого ничего западного не нужно, долой частную собственность, долой индивидуализм, вот, лучше будем жить, затянув пояса, зато грозить будем, и уже и не шведу, а американцу, англичанке подлые и всем остальным. Мечты о реставрации такого патриархального, традиционалистского, полусоветского мира и мифа, они почему-то сидят, то, что меня пугает больше всего, они сидят даже не в сознании людей более старшего поколения, которым, может быть, даже я могу себе представить, что, возможно, есть о чем скучать. Возможно. А, к сожалению, не сидят в сознании людей, которым 20 лет. Вот у меня есть один друг, он живет в Германии, который считает все точно так, как я. Но он хороший человек. Он со всеми сохраняет хорошие отношения. А я плохой человек, я со всеми ссорюсь. Вот. Но это для меня две категории. Есть люди, которые у нас очень давние связи, там, это бывшие диссиденты, абсолютно Крым наш и все такое. Я не могу с ними ссориться, я избегаю этих тем. И они избегают. Знаю, так сказать. Вот. И ищем какие-то общие. А новых знакомств вот с крымнашистами я не завожу. Наше все, наше. Это же настолько все наше, мы русские, наша страна, наша семья, наши родители, наша родина. Крым наш. Замечательный сюжет по российскому телевидению о яйценосных мухах в Сколково выставленных. Это все реально, да, но это наши мухи. И вот это вот все, что угодно инновационное со словом «наши», это вот серьезная семантика сегодняшнего Кремля. Да, потрясающая реклама шла на российском телевидении, когда, наконец, Toyota открыла завод в России. Очень эротическая линия Toyota Camry и лозунг «Toyota Camry достойно быть нашей». Это говорит телевидение в стране, где до сих пор из «Лады» не сделали комфортабельную машину. Понимаете, вот это наше и инновационное, вот это то, что заставляет людей радоваться и веселиться, и верить в завтрашний день.